Отношения Беларуси и России являются краеугольным камнем внешних политик обеих стран. Для руководства России важно сохранять, по сути, единственного союзника в своей сфере влияния, тогда как для белорусского режима Россия является основным торговым партнером и кредитором, особенность отношений с которой позволяет пренебречь диалогом со странами Запада. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом. Простые же люди ориентируются на личный опыт взаимодействия с представителями соседних стран, проводимой политикой и их руководством, а также общее мнение, принятое в обществе. Да-да, значительная часть населения являются конформистами и не имеют собственного ярко выраженного мнения. Так что же думают простые белорусы и чего можно ожидать от отношений между нашими странами в будущем? Давайте взглянем поближе на имеющиеся социологические данные, чтобы узнать реальное положение дел. Опросы рандомных людей на улице, либо опросы в телеграм-каналах не могут в полной мере отражать отношения всего населения. И для выявления мнений целого народа используются социологические исследования, основанные на научных подходах. Несмотря на то, что в Беларуси независимая социология фактически находится под запретом, подобные исследования проводятся рядом независимых исследовательских центров, которые, в свою очередь, время от времени публикуют срезы нашего общества в открытом доступе. Одним из таких центров является основанный Chatham House и Центром новых идей белорусская инициатива, проводившая несколько волн исследований на протяжении 2020-2022 годов, опрашивающих совершеннолетних белорусов на разные политические и социальные темы. Так вот, согласно приведенным данным, до 37% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией, тогда как 17% поддерживают евроинтеграцию, а 19% считают, что Беларусь должна быть полностью нейтральной страной. Примечательно то, что за 2 года выросло как число сторонников союза с Россией, так и число сторонников союза с ЕС. Примерно такие же результаты выдает еще одно независимое социологическое исследование, проводимое в августе-сентябре 2022 года, согласно которому 15% белорусов выступают за евроинтеграцию, 38% за союз с Россией, а 19% за полный нейтралитет. При этом белорусами в первую очередь руководят экономические интересы. Например, размещение российских войск на нашей территории большинство рассматривают как негативное явление. Еще хуже люди относятся к идее размещения ядерного оружия. А вот за свободную торговлю между нашими странами выступает больше трети населения, а больше половины считает, что Беларусь и Россия должны находиться в едином экономическом пространстве. Отношение к войне в большей степени разделяет белорусов. 45% населения не поддерживает действия России, причем большинство относится к агрессии России крайне негативно. Хоть их число и уменьшилось за 2 месяца лета. Лишь 3% белорусов выступают за идею участия белорусских войск на стороне России, что делает вовлечение белорусов в войну достаточно сложной и, можно сказать, невыполнимой задачей. Что определяет отношение белорусов? В первую очередь источник информации. Те, кто смотрит российское телевидение и следят за российскими СМИ, в большинстве своем вне зависимости от рациональных доводов бескомпромиссно поддерживают Россию. Немаловажную роль играет и возраст. Люди, родившиеся и выросшие при советской власти, в значительной степени лучше относятся к России, чем зумеры и миллениалы. Тут влияет и более широкое использование интернета, и количество выездов за границу, и разницу в школьных программах. Ведь в советских учебниках, например, практически не говорилось о Великом княжестве Литовском либо о Белорусской Народной Республике. Согласно проведенному молодежным блоком исследованию, молодежь в большей степени поддерживает интеграцию в западный мир и значительно лучше относится к Украине, нежели к России. Так, интеграцию в Евразийский союз, включающий в себя Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, поддерживает лишь 10% молодежи, тогда как за евроинтеграцию выступает 29%, а 42% считают, что Беларусь вообще должна строить союз с соседними Литвой, Польшей и Украиной. В любом случае, ни один из опросов не может в полной мере отражать действительность. В условиях цензуры и репрессий многим белорусам может быть банально страшно отвечать на вопросы, связанные с политикой, даже на правах анонимности. В силу отсутствия свободы деятельности средств массовой информации, мнение людей формируется под давлением государственной пропаганды, имеющей, например, полный контроль над телевидением. В здоровом и свободном обществе вопросы участия или неучастия в международных союзах должны определяться на референдумах, а приоритеты международных отношений – избранными на честных выборах политиками.